Всем привет! Это мое новое видео, и оно из России, о России. Наконец-то, господи, как приятно произносить это слово. Мы наконец-то уже обжились в городе Калининграде. Уже прошло 2 недели с того момента, как мы приехали сюда, то есть событий уже достаточно. Произошло, помимо тренировок, игр, адаптации, новых встреч, знакомств, много всего интересного, трудного. Где-то пришлось освоиться, где-то пришлось адаптироваться, но все это намного быстрее проходит, потому что мы дома. Живем мы с Федором в квартире, которую для нас снимает клуб. Сейчас могу вам немножко показать. Кстати, Федор. Так вот выглядит наша кухня. Тут и в темноте. Федор с шоколадкой. А это цветы были на День Татьяны. Вот, похвалюсь вам. Ну а мы собираемся на тренировку. Сейчас будет вечерняя рабочая тренировка. Поэтому увидимся уже в зале. Посмотрите, какой у нас красивый зал. Здесь знаки, эмблемы наши. А там, пока еще зал пустой, покажу вам самое интересное. Я уже в раздевалке. На заднем плане происходят более интересные вещи, которые я могу вам показывать. О, Мартышка пришла на тренировку. Здесь сидит Юля Паскальна, сейчас она придет, это будет всегда весело. Вообще она опаздывает уже так-то. Сдадим ее 10 минут. Давай, капитан, наводи порядки. Здесь сижу я. Здесь сидит... Мне тоже весело, потому что со мной сидит Маргарита курила. Это Вот. Именно об этом я и рассказывала. Я хотела песню уже спеть. Сегодня Доброе утро, добрый вечер, мои родные люди. Спасибо, Юлечка. Так, я сейчас покажу вам нашу медицинскую комнату, потому что она заслуживает тоже отдельного внимания. Это самые лучшие, самые талантливые, самые... Скромный. Федор, ну ладно. Федор, это сейчас не о тебе. Да, это о наших помощниках, которые заботятся о нас ежедневно, ежесекундно. Так, Эдуард Виоленинович. Виоленинович, сори. Да. А чего это пошло? Ленин, Владимирович Ленин. Виленин. Да? Очень сложное отчество, поэтому зовем просто Виленыч. У нас все по-домашнему. Это вторая наша красавица Олечка. И здесь живет доктор. Там аккуратно девочка. Сергей Юрьевич. Сергей Юрьевич, а есть девочки голые? Нет, Для моего контента. Так, вот наш Сергей Юрьевич. Саня Клегер. Он весь в работе, тайпует Аню. Сергей Юрьевич, вы так одним глазком мне улыбнитесь. Да. Привет. Привет. Сейчас покажу вам, как девочки готовятся перед тренировкой. Тут приходят заранее, тянется, делают упражнения. Роман, добрый вечер. Иван, привет. А наша команда помогает девочке. Ром, расскажешь про девочку? Да, мы помогаем девочке калининградке, которая болеет очень сложной болезнью, спинальной мышечной атрофией. Ей нужно чтобы ее спасти жизнь, нужно $2 миллиона. Самое дорогое лекарство в мире. Вот мы пытаемся собрать, всем клубом помогаем. Если вы тоже хотите, можете присоединиться. Зовут ее Милана Семенькова. По хэштегу можно Милана живи, можно ее найти. Покажи, и узнать всю информацию. Да, я внизу оставлю обязательно под описанием в этом видео, обязательно оставлю реквизиты. Да, так что всем неравнодушным, пожалуйста. Смотрите, девчонки делают упражнения, готовятся. Ты молодец, я тобой горжусь, всеми горжусь. Кто-то вот тянется на ролике. Еще до тренировки минут 20, а процесс уже начался. Все себя готовят. Каждый по-разному. Вот так. Я не сказала самого главного. С сегодняшнего дня мы уезжаем в такой большой тур сразу на 3 игры. Первая игра у нас будет против Заречья из города Одинцово. После мы сразу же летим в Любляну. Там играем очередную игру Лиги Чемпионов. И уже оттуда возвращаемся в Москву. И из Москвы сразу же летим в Красноярск. То есть в общей сложности мы будем отсутствовать в районе 10 дней. Такой большой выезд. И представьте, все это с одной сумкой, с одной формой и так далее, так далее.
постоянными тренировками и постоянным режимом. Поэтому мне очень хочется показать вам, как это здесь, в России, потому что до этого я вела свои репортажи только из Китая. Сейчас хочется показать, как это у нас происходит на родине, в каком режиме мы живем, как перемещаемся, устаем ли мы или наоборот, как восстанавливаемся. Ну, в общем, вся наша обычная спортивная жизнь. Так что сейчас я уже почти собрала сумку и отправляемся вместе с вами в путь, в большое путешествие. Мы уже всей командой собираемся около автобуса, около нашего красивого зала и держим дорогу в аэропорт. Поэтому пакуем чемоданы, сумки, девчонки, тренеры, руководство. Все с нами, отправляемся в большое турне. Привет! Мы завалили экзамен по вождению. Так, давайте наша гордость и перспектива. Ну что, будешь с правами? Ну когда-нибудь, с 8-й попытки. Юлия Бровкина обещает нам быть честным, корректным. Я не обещаю. Да мы и так знаем, что так будет. Еще разок. Хорошо, мы все болеем. Не разок. Юль, заряди нас своим настроением, Юль. Так, ну что, сегодня такой крутой день, конечно. Мы отправляемся на трип 10-дневный в столицу, в Сибирь и в Европу. Блин, ну, Юль, лучше не скажешь. Слушай, Юлька, ты всегда красивая, поэтому могу тебя со всех ракурсов снимать. Давай, сегодня накрашенный снимаем. Да. Снимай, детка. Орлундель тоже. Снимай, Орлундель тоже Все красавец. сказали, у меня левая рабочая сторона. Левая? Левая. Врут, Кать. Посередине у тебя. А у меня какая? Танюш, у тебя вот я хотела слово одно хорошее сказать. Но Что, убрать камеру? Нет, все хорошо. Просто Закончить все. Нет, все вообще очень хорошо прошло и по плану. По плану или нет? Да, по плану. Ладно, Юля, если я уж плохо получаюсь, то придется тебе за меня отдуваться. Так что готовься, да. Юля, это твой вопрос. Юль, Договорились. Кать. Вот она, радуга. ну, мои тоже. Это семейка Ну веселая. подожди, это семейная, да, у них. Ну, а мои нарядные, смотрите. Вот. У нас командная, смотри. Командное настроение, да? А у кого еще? У Риты. Вон, у Ритки тоже. Сейчас все носки. Ритка тоже веселая. А у Петровича что, лосины? Да, Петрович лосины. Смотрите, Дашку и тут, и там показывают. Даш, ну покажись. Вот Дарья, вот Дарья. Вот этого сними. У тебя вот этого нет еще во влоге. Давай, дяденьку этого симпатичного. Веленыч на Мальдивы летит. Без куртки. Вы куда? В Москву или на Мальдивы? На работу. На работу. Хороший нас. Да, ты Самый лучший, заботится о нас, любит нас. Ох, душа. Застеснялся. станет же надо на камеру. Веленыч застеснялся. Блин, вот это у меня контент, а? Вот этот у меня видео огонь будет. Все? Хвалила, танец сделали, все нормально. Отлично. К первому полету готовы. Мы в самолете. Ивица, наш фитнес-тренер. Роман. Романа вы уже видели, но все же вон Алуська сидит сзади. Там дальше не вижу Вику, все наши. Дальше. О, все машут. Мы готовы. Увидимся в Москве. Мы в Москве, в аэропорту. Сейчас будем получать багаж. Но одна мысль от того, что мы дома, не дает моему сердцу успокоиться. Потому что напомню, что после Китая я была дома меньше суток. Сразу же полетели в Калининград, чтобы скорее адаптироваться, акклиматизироваться и так далее. И поэтому одна только идея, что сейчас мы находимся рядом с домом, можно там оказаться, но, к сожалению, не можем, потому что режим команды — это святое, и должны быть у всех равные условия. Поэтому сейчас мы с командой и другие цели, но все равно мы дома. Дом есть дом. Так что я очень рада, что мы в Москве. Все, добро пожаловать в Москву. Это просто явно погода не Рио-де-Жанейро. И белые кроссовки, я боюсь, что станут скоро черными. Снимай слякоть, Я говорю вам ужасную московскую. Я же говорю, вообще не Рио-де-Жанейро, Юль. Мы добрались наконец-то до Одинцова, покушали всей командой, заселились в номера.
В общей сложности у нас получилось в районе 6-6,5 часов дороги. Моя дорогая соседка Юлия Бровкина. Еще разочек помогу. Да. Подтверждает мне эту информацию. Сейчас будем отдыхать, потому что завтра у нас полный рабочий день. Утром тренировка, вечером опробование, и послезавтра уже игра против команды Заречья. Так что мы отдыхаем, увидимся завтра. Пока. Доброе утро. Доброе утро. Эник. У нас доброе одинцовское зимнее утро. Мы все в шапках, в куртках. Все снежно, все готовы идти на первую утреннюю тренировку в фитнес. Веленыч всех считает, всех готовит. По головам. Физкульт, привет! Пошли, Федя! Юлька, как нападаешь, так и бросаешь! Наступай! У них тут патроны! Патроны в сумке медицинской! Доброе утро! Доброе утро! Здрасте! Приходите болеть за Локомотив! Ну ладно, говорю, понятно. Мне можно обратно идти, я вообще... Все, размялась? Да, все, привет. Привет. Звездочка вернулась в Россию, сразу узнают. А вы как узнали Таню Кошлеву? Ее так давно не было в России, просто расскажите, как вы ее узнали? Каждый день наслаждаться фотками. Какие у вас сейчас эмоции вас, какие сейчас переполняют? Вот вы ее просто встретили на улице. Класс. Кого ты Бритни Спирс встретила? В смысле? Да это круче, чем Бритни Спирс. Посмотрите, вон она какая у нас. Вот такая она Таня открытая, никому никогда не отказывает. Со всеми всегда рада увидеться. Отлично. До завтра. Мы пошли работать. Пока-пока. Давай. Пока-пока. Браво. Это, кстати, одинцовский красивый зал. И мы сейчас сюда идем тренироваться. У нас утром фитнес. 3 года своей карьеры я отыграла здесь. Веленыч, вами тоже командует всегда? Кто? Жена. Да нет, я умоляю, ты что, смеешься? Ну ладно, значит муж должен командовать. Значит, все правильно у нас в семье, да? Все четко должно быть. Ты что? Конечно, все. Ну, не выдержал, тот уходил. 7 жен. У Веленыча 7 жен было. 7. Добро пожаловать в царство фитнеса и физической подготовки. Вот явится наш тренер. У Одинцова есть ностальгия? Нет. Я уже слишком, не знаю, не хотела сказать взрослая. Время много Собирается прошло. работать или нет? Ты уже 5 минут рабочего времени потерял. Это мне-то сейчас было? Да. Конечно тебе. Только хочешь и снимаешь всю. У нас новый спонсор подъехал в команду. Да, я сейчас покажу Татьяна всем. Кошелева, Nike. Всем Nike нам подарил кроссовки. Я хочу сказать спасибо большое моему спонсору. Все показали кроссовочки, все у меня девочки красивые, все в новых кроссовках. Таня молодец. Да, спасибо Виктору, спасибо Nike. Смотрите, все в кроссовках новых. Браво, Паскал, супер. Браво, Орлуш. Орлуш. Паскал. Да. Все, теперь все люди точно знают. Паскал. Все, это самое важное, Юлька. Все показала, все, больше ты остальное не важно. Все, я успела. Самый важный атлет. Самый красивый атлет. Юлька, красавица, лучшая. Мы пошли уже на вторую тренировку. Мой Юльчик со мной. Так как мы очень близко живем от зала, то мы ходим пешком. Мы сейчас режемся. И у нас есть возможность понаблюдать за красивым новогодним Одинцово. Сейчас идет снежок. И мне кажется, это еще более мило. Легендарный зал Заречья Одинцова, где я провела свои 3 года. Вот это гостиница, здесь мы жили. Здесь, я так подозреваю, живут девчонки, да? Из Заречья.
живут сейчас они? Да. Вот. Здесь, видите, в зале сразу гостиница. Здесь же зал. Там же, наверное, и кафе, и кормят, и спят, и тренируются. Все включено. И так проходит молодость. Мы в зале готовимся. Ирка, не пугайся. Заречка тренируется. Заречка. Они тоже зелененькие, как и мы. Поэтому кажется, что это кто-то из наших. Вот это растяжка, вот это я понимаю. Можно в балет идти просто. Я хочу сказать мою. Ром, пожалуйста, тоже на камеру. О-о-о-о. У меня появилась конкуренция. Большой театр плачет по этим девушкам. Мои зрители даже сказать спасибо Роману, который находится по ту сторону камеры, за то, что он может видеть тренировочный процесс. Поэтому, Рома, спасибо тебе. И тренировочный процесс тут же продолжается. Пойдет камера. А это Рита чуть не убила камеру просто. А мячик чуть не убил меня. Мы закончили наше опробование. Вот мои красотки со мной. А сейчас мы идем кушать, делать восстановительные процедуры, массажи. Что ты делаешь, как обычно? Как ты восстанавливаешься? Поешь? Я просто выхожу и смотрю на небо, На снег. Кстати, посмотрите, какой снежок падает. Видно? Да, видно. Да, видно на нас прям, смотри. Да, Шундель. У тебя падает, открывай рот. Да. Вот, короче, пошли мы восстанавливаться на... Пошли мы восстанавливаться, вот, отдыхать. До завтра. Болейте за нас. Спокойной ночи. Завтра важная и хорошая игра против команды Только Заречья. лока, только победа! Мы приготовились, оделись, настроились и выходим в зал на игру. Номер 15. Заслуженный мастер спорта Татьяна Кошелева. После игры уже прошло так много времени, часа 4, наверное, точно. Но у меня просто не было возможности поделиться с вами нашим результатом, эмоциями из-за того, что для меня сделали огромный сюрприз наши друзья, знакомые, родственники. У нас приехало просто очень много самых мне дорогих людей, и все это время мы провели сейчас вместе. Я хочу сказать огромное спасибо всей моей семье, моим любимым друзьям. 2 мои крестницы приехали, моя любимая племянница приехала. Это, конечно, потрясающее чувство, которое невозможно описать просто так словами. Потому что семья — это самое дорогое, поистине, самая наша большая, чистая, не знаю, поддержка и любовь. Спасибо вам, родные, что со мной, спасибо, что поддерживаете. И самое приятное завершение дня — это то, что мы выиграли 3-0. Наша команда победила. Сегодня я первый раз начинала в стартовом составе. Для меня это тоже большой сюрприз, потому что узнаем мы, кто играет, прямо перед самым выходом на площадку. И для меня это был сюрприз.
Первый раз я играла и начинала в стартовой шестерке. Конечно, не все получалось, где-то есть эмоции, где-то несыгранность, но самое главное 3-0, результат положительный, игра положительная, много очень хороших, качественных моментов, чему я очень рада. Вам спасибо за поддержку, завтра мы уже улетаем в 6 утра в Любляну, поэтому сейчас отдыхать, собираться и в путь. 6 утра. Раннее-раннее утро, и мы выезжаем в Любляну. Мы в Любляне. Долетели отлично, спали весь полет. Путешествие продолжается, 2 часа на автобусе. И мы в каком городе мы будем? Марибор. Сейчас мы в Любляне, а едем в Марибор. Мы доехали. Ура, 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 ура. Я покажу вам наш обед. Это же интересно, наверное, чем питаются спортсмены. Макарошками. Танюш, покажи, что ты кушаешь. Рис. Я не могу. Ты чего? Стесняешься? Проснулась. Вон Ритос, молодец. Салаты, моцареллы, мясо. Свинина и курица. Свинина и курица. Что еще? Какой выбор-то есть? Гречка, смотри, гречка наша в Словении. Овощи, мясо, макароны, рис. Рыбка. Вот, я рыбку буду. Твои макароны еще? Ты сыром посыпаешь? Да я тарелку, в принципе, возьму всю сыр, наверное, никто больше не будет. Какой-то суп, наверное, еще, да? Да. И здесь салаты. Орлундель уже лепит себе салатика, да? У нас есть свободное время, и мы гуляем. У нас сегодня выходной, потому что вчера была игра, так как у нас завтра только опробование, вернее, завтра утром фитнес, потом опробование, сегодня свободное время. Поэтому есть время погулять и посмотреть, в каком красивом городе мы живем. Живем. Остановились, живем. Целых 2 дня будем жить, да. На улице, кстати, плюс 10, совершенно не холодно, классная погода. Особенно после пасмурной Москвы. Как ни крути, конечно, в Москве очень не хватает солнца. И даже такие 2-дневные перерывы, когда можно слетать, увидеть чистое небо над головой, это заряжает энергию, дает сил. Поэтому спасибо, Господи, спасибо спорту за то, что у нас есть такая возможность видеть этот прекрасный мир, знакомиться с новыми городами. Счастья! Все, что ли? 2 раза коло... Видишь, время 4:30. Да. У нас по-настоящему доброе утро. Плюс 13 градусов, солнце. И мы всей нашей дружной командой идем в фитнес. В таком климате работается намного легче. Настроение отличное. Можно намного легче просыпаешься. Легко себя настраиваешь, когда светит солнышко. Я, наверное, об этом говорила миллион раз, но это факт, что это прям такой настоящий натуральный допинг. Хорошая погода. Юлечка, рассказывай, как настроение? Настроение... Вау! Пока дойдем до фитнеса, посмотрим весь город. Ну и классно, что не на автобусе, мне так больше нравится. Мы не туда пришли. А кто вел-то? Ты, Дашунь? Нет, вот. Грузовики шумят, а то смотри, какое мы красивое пришли место. Вот что значит красиво заблудиться. Красиво, а? Да, очень. Да. Красота. Солнце. Народ, дети гуляют. Команда. Лебеди, лебеди, посмотрите, лебеди. А что такое лебеди? Это любовь. Ой, надо вас снимать, Веленыч. У меня слеза уже почти. Пойдемте, радоваться. Пойдемте. Детки внизу. Господи, какая красота.
Какое счастье жить и видеть все это. У каждой девочки, у каждого игрока есть своя программа. Ритик, покажи. Упражнения будет. А, это моя? Да, это моя. У нас закончилась первая тренировка, то есть фитнес. Это было вот позади меня стоит здание. В этом здании у нас проходила работа. И еще сейчас у нас есть целых 2 часа до обеда. А это значит, это свободное наше заслуженное время, которое мы можем провести так, как хотим. И я выбрала прогуляться чуть-чуть вдоль речки. Здесь плавают лебеди, тишина. Я могу сказать, что иногда нужно остановиться, заземлиться, успокоиться. Очень полезно побыть наедине с самой собой. Мне лично всегда это помогает. И даже если что-то тревожит, если что-то беспокоит, и нет ответа на какой-то вопрос, то в такие моменты тишины всегда этот ответ приходит. Может быть, не сразу, но обычно это происходит так. Поэтому для меня эти паузы очень важны, я их очень ценю. Всегда стараюсь уделить время самой себе, чтобы проанализировать прошедшее, прошлое, где что меня где-то тревожило или наоборот порадовало. Особенно там, где порадовало, я стараюсь сконцентрироваться, вспоминать и подумать, конечно же, о будущем. О светлом, позитивном, продуктивном, максимально успешном. Так я себе его представляю. Так что вот такие вот у меня происходят диалоги с самой собой. И огромный кайф. Особенно в такой атмосфере. Особенно, когда светит солнце, голубое небо, тишина, нет суеты. Огромная благодарность за все то, что я имею. Спасибо, спорт, за эти возможности, что можно раз и на 3 дня очутиться вообще в другой вселенной. Ну, привет! Ой, какой красивый! Привет! Какая красота! И ты перья распушил, крылышки оттопырил. Просто потрясающие птицы. Вот это называется классно проведенное свободное время. Просто удовольствие от осознания того, что природа здесь рядом, настолько близко. Да, спасибо тебе, что скрасила мое время. Все, мне пора возвращаться в гостиницу, через полчаса обед. Пока, дружок. Спасибо тебе за компанию. Ну, а я пошла дальше кушать, отдыхать, а вечером у нас уже опробование перед завтрашней игрой. Поэтому спасибо этому дню, вернее, началу этого прекрасного дня за такое хорошее настроение, солнце. У меня просто нет слов. Все классно. Мы приехали на опробование, уже темно, ничего не видно. Снаружи зал выглядит так. Когда вы подошли поближе, его получше видно.
полностью стеклянный. Весь светится. Из-за того, что зал стеклянный снаружи, у нас есть возможность подшпионить за нашим соперником. Но, кстати, мне кажется, это добавляет шарма, потому что любые там болельщики могут прийти и посмотреть тренировку. Первый раз такое вижу, чтобы зал был реально полностью из стекла. То есть открытый доступ вообще ко всем стенам, полностью вокруг из стекла. Так выглядит наш зал внутри. Как дела? Нет, все хорошо. Готова к тренировке. Собираемся на игру. Вот, одели уже форму, я готова почти. Сейчас немножко перекусим. Решила показать вам, что мы обычно кушаем перед игрой или вообще как полдник. У меня есть кедровые орешки, яблоко, сухая сушеная папайя, манго, кокос. Здесь у меня тоже кедровые орешки вместе с клюквой, сушеные бананы. Ну, все такое ПП правильное, потому что сахар перед игрой, перед тренировками кушать нельзя. Я думаю, что об этом, наверное, знают все профессиональные спортсмены, потому что поднимается уровень глюкозы быстро, да, а потом он может резко опуститься через какой-то промежуток времени, вы почувствуете слабость, все это, я думаю, что знают и понимают, поэтому лучше, наверное, кушать правильные сахара, правильные углеводы, чтобы они вам помогали, придавали сил, заставляли работать, помогали мышцам и так далее. Поэтому перекусы у нас такие полезные и здоровые. Спасибо! Вы классные! Татьяна! Спасибо! Спасибо! Чтобы победить! Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить! Вперед! Лока! Мы с тобой! Вперед! Лока! Мы с тобой! А я пошла в раздевалку. Юрчик, Сатульчик, молодец. Вся команда молодцы, все отлично сыграли. Мы едем ужинать, отдыхать и завтра готовимся к длинному перелету, потому что у нас нужно ехать 2 часа на автобусе до Любляны из Марибора. И после мы полетим в Москву. Там переночуем и на следующий день вылетаем в Красноярск. Так что наше путешествие продолжается. До встречи завтра. У нас 7 утра, и мы грузимся в автобус.
Самое главное, что хочу сказать, вы можете себе представить, вчера было, позавчера плюс 16, вчера что-то там 13, а сегодня просто снег и дождь. И очень холодно, поэтому нам повезло с погодой, помимо того, что мы победили, мы успели насладиться солнышком, и сейчас просто в добрый путь. Очень красиво, солнечно. Каждый проводит свой досуг по-разному. Федор Сергеевич у нас. Что, мне никто массаж не делает? Не делает? Вообще никто. Ну, хоть стул тебя промассирует. Славянский. Это массажное кресло какое-то, но он не выглядит массажным. Можно я крупные планы возьму, Федор? Знаете, что называется удача для спортсмена, когда ты летишь в самолете? Это когда 3 места свободных, и ты сидишь одна. Сегодня мне повезло. Картинка немножко поменялась. Солнышко и зеленые травки на снежок. Минус свежесть. Господи, в Москве такая погода. Просто настоящая вьюга. Едем в еще более холодный город, Красноярск. Съедем в Сибирь. Юльчик, в Сибирь. Ой, класс. Юлька едет с 2 сумками. Таня! Я сниму, Юль, я сниму. У всех по одной сумке, а у Юльки 2 из Словакии. Мальдивы! Ура! Картинка не меняется. Мы опять в самолете. Нам предстоит 5 часов полета. Нет, должна Танюша Юринская сказать нам, потому что это ее город Красноярск. Мы прилетели. Добрались. Здесь уже 8 вечера, плюс 4. Скоро спать, Ритусь? От снотворника. Хай! Привет! Я тебя сняла? Ты будешь у нас в ютубчике. С нами еще летела мужская команда из Красноярска. Какая-то хоккейная команда, поэтому у нас был полный самолет спортсменов. Ну, все было очень культурненько. Да, Юлюсь? Да. Все культурненько? Вау! Я забыла, когда изо рта идет пар. И, кстати, здесь говорят минус 9 всего. Класс. Ну, не так уж холодно. Мне кажется, в Москве было холоднее. У нас доброе красноярское утро. Вот так выглядит Красноярск из нашей гостиницы. Разница у нас с московским временем 4 часа. Плюс, естественно, из-за этого не удалось лечь спать вовремя. Ну, по расписанию. Легла я спать в 4 часа утра. В 9 уже был завтрак. И сейчас мы уже едем на первую тренировку. Поэтому трудности в российском чемпионате существуют из-за дальних перелетов больших расстояний и городов, которые находятся очень далеко. Нам приходится подстраиваться. Я не представляю, в каком режиме живет местная команда «Енисей» в таком графике, потому что перелеты очень длинные. Смена часовых поясов, естественно, сказывается. Как они приводят себя в порядок, это тоже большой вопрос и интерес для меня. Будет возможность, обязательно спрошу девчонок, потому что в команде играет моя любимая подружка Света Крючкова. Мой такой боевой товарищ на протяжении всей моей карьеры. С ней мы обязательно увидимся и спрошу у нее, как она справляется с этим режимом, как перестраивается. Думаю, будет интересно. У нас сейчас будет собрание, где мы будем разбирать нашего соперника. Утром после тренажерного зала у нас был обед, мы отдохнули, мы только что проснулись. Из-за того, что не спала всю ночь, просто провалилась в сон, очень тяжело просыпаться, ну ничего. И вот сейчас будет собрание. Сначала у нас идут на 15 минут раньше и смотрят прием соперников и подачу принимающие. То есть, чтобы мы уже вышли и понимали, у кого какая подача, кто использует планер, кто подает силовую. То есть мы заранее это тоже все разбираем, какие зоны предпочтительно. Допустим, у силовой подачи бывает так, что не то, что куда-то игрок хочет туда подал, а куда сильнее летит. Поэтому мы эти зоны, сильные стороны и слабые стороны разбираем. Покажу вам разбор наших
нашего соперника, как он выглядит именно на бумаге, на листке. Вот я в гостинице иду в конференц-зал. Смотрите, уже забронирован нашей командой. В таких комнатах у нас проходит собрание. Так, добрый день, добрый вечер. Не, ну не все за раз, но побыстрее. Вот наш разбор. Денис, наш тренер-статистик, подготовил все нам, каждому игроку разбор свой. У каждого листочка есть фамилия. Вот Юринская Татьяна, Воронкова, Курила, Кошелева. Вот мой. Я забираю, сажусь за свое место и смотрю каждого игрока. То есть Дырпа Марта. Видите, это диагональный рост. Все написано, вся биография. Здесь даже фотографии нашего соперника. То есть мы видим не только, куда нападают быстро, высоко. Видите, проценты подачи, блок. Вот девочка. Заново Анастасия. И вся информация о ней. Давай вот впрямую, вот Здесь у нас, видите, все расстановки, какие комбинации играет соперник, куда бьет, где забегает, где нам защищаться. То есть мы уже понимаем все слабые и сильные стороны. Денис у нас огромное спасибо. Да, у нас молодец. Здесь у нас есть направление подач. То есть то, что сейчас как раз мы будем смотреть. Мы будем смотреть это на видео, на большом экране у нас будет выведен весь материал, а здесь есть и в печатном виде, то есть мы уже заранее знаем, куда подают, ну и предпочтительные зоны. Так что вся информация о сопернике у нас есть заранее. Моя Светочка Крючкова. Все знают Светочку. Все знают Танечку. Да, вот еще одна Танюша, красотуша. Все помнят, что Танюша играла в Казани. Мы с Танюшей когда-то играли в Казани. Просто Танюша была, сколько лет, 16 тебе, да, тогда? 18. 18? А мне я чуть постарше. Светусик, красотусик. Свет, я хотела задать тебе вопрос. Расскажи, как вы справляетесь с перелетами? Ты, Танюш, тоже можешь ответить. С такими длинными перелетами, с такими длинными... Мы сегодня прилетели в 6 часов. Утра, да. А уже тренировка. Кстати, девчонки вернулись из Греции, по-моему, да, они играли кубок. Сегодня вечером, да, сегодня вечером уже тренировка. И в таком режиме живут спортсмены. А с часовыми, разницей в часовых поясах? Там только день, да. Да, 5 часов, а девчонки тренируются. И живут так все время в таком режиме. Да. И Россия, детка. Ничего страшного, привыкаешь с 3-го полета. А Ритуся в прошлом году там была, да, здесь? Да. С 3-го полета уже адаптируешься? Уже все супер. А у нас уже прошло пробование. Все проходит быстро. Да, док? Закончили? Хорошо поработали. Викуся, расскажи, что едет к нам. Хорошо поработала? Как ты акклиматизировалась в Красноярске? Да, 4 часа сна, прям супер. 4 часа сна? 4 часа сна и час днем, это прям то, что нужно для хорошей вечерней тренировки. Но нам больше везет, чем девчонкам из Красноярска, они так каждый раз. Да. А Сахалину как? А на Сахалине, да. Вот настал тот день, когда мы готовы выезжать на игру. Наконец-то заключительная игра в этом нашем большом турне. Юльчик у меня тоже готовится. Если честно, мы все как в коматозе, потому что хочется спать. Ночью очень плохо спали. На время местное перестраиваться нет необходимости, потому что завтра утром мы уже улетаем и к вечеру будем у нас в Калининграде. Но сейчас не об этом, сейчас не время думать о том, что мы устали. Да, Юлька? Приятного аппетита. Сейчас время заряжаться, быть бодрыми и играть в свое удовольствие. Поэтому увидимся уже на площадке. Все, мы уезжаем бороться, сражаться, биться, да? Биться до последнего мяча, забитого мяча. Мы только что победили 3-0. Светик, да.
Чем классный волейбол, что после игры быстро все забывается, и знаете, что получается? Сразу дружба. Спасибо, волейбол, за таких подруг на всю жизнь. Да? Конечно, я тебя люблю. И я тебя люблю. Рада была, что ты приехала, что да? получилось. Рада. Спасибо, надо сказать, спасибо волейболу за это. Спасибо волейболу за это. Да. Вот и подошел к концу наш долгий выезд, который длился 10 дней. Мы сегодня выиграли у Красноярска 3-0. Это была заключительная игра этого выезда. И в 3 часа ночи по красноярскому времени мы вылетаем. У нас первый самолет до Санкт-Петербурга, это 5 часов. И после Санкт-Петербурга мы летим до Калининграда. Это еще в районе 2 часов. То есть дорога у нас будет долгая. Единственный плюс, потому что в Красноярске разница 4 часа вперед. Из-за этого, когда мы прилетим, будет 4 часа назад. И это мы выиграем время нашего выходного будущего. И будет время прийти в себя, отдохнуть, выспаться. И вот та главная мысль, которую я хочу донести и подытожить это большое длинное видео, сказать и показать вам. Мне кажется, мне удалось показать все наши перелеты, тяготы, трудности, адаптации, усталость. Потому что жизнь спортсмена — это непросто. И мало кто знает из болельщиков, особенно сидя на трибунах, когда ты просто болеешь за свою команду, это одно, когда у тебя есть возможность увидеть и посмотреть, как живут игроки, как они тренируются, работают, какие перелеты, тренировки и так далее, смена часовых поясов. Все это очень непросто, к этому ко всему нужно адаптироваться, плюс ко всему мы долго не видим свои семьи, родных, и все ради нашего любимого дела, ради результата. Поэтому надеюсь, вам понравилось, было интересно и познавательно. Спасибо, что поддерживаете нас, спасибо, что поддерживаете меня. Мне очень приятно и ценно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, я все читаю. Благодарю вас и до встречи в новом видео. Всем привет и всем большой поцелуй. Муа!